На протяжении многих лет гуру Эллен Фейн и Шерри Шнайдер анализировали поведение счастливых в личной жизни женщин, тех, у кого было много поклонников, кто удачно вышел замуж и был счастлив в браке. Опра Уинфри назвала их бестселлер «Правила завоевания сердца мужчины твоей мечты» феноменом и дважды приглашала авторов на свое ток-шоу. Журнал People отнес книгу к категории мустриат, а глянцевые журналы назвали ее лучшим изданием об отношениях. За 20 лет существования правил миллионы женщин смогли ощутить их абсолютную эффективность. Они получили отношения полной любви и уважения, которые перетекли в счастливый и крепкий брак. Следуя советам из этой книги, Кейт Миддлтон вышла замуж за принца, а Блейк Лайвли покорила сердце ни одного голливудского холостяка. В новых правилах писательницы помогают современным женщинам и девушкам общаться через Facebook, Skype, SMS и т. д. И при этом оставаться загадочной, поддерживать в мужчине инстинкт охотника, когда вокруг него так много легкой добычи, выйти замуж в эпоху, когда все живут в гражданских браках и не спешат брать ответственность. Мужчины любят трудности и теряют интерес, когда объект этой заинтересованности, и в особенности женщина, достается им слишком легко. Секретный способ заполучить парня – быть для него трудной задачей. Обращайтесь с ним так, как если бы он был вам безразличен, призывают Эллен Фейн и Шерри Шнайдер. Необходимо создать атмосферу таинственности и заставить мужчину страстно желать встречи с вами, что по нынешним временам большая редкость. Правило – это такой способ общения с любым мужчиной, при условии, что он первый завел с вами разговор, лично или в интернете, благодаря которому он становится одержим вами и готов к серьезным отношениям. Как выйти замуж за мужчину мечты 1? Будьте девушкой, не похожей на остальных, и выглядите как девушка, не похожая на остальных. Два. Не подходите к мужчине первые и не заводите разговор, не звоните и не пишите мужчине первое. 3. Не приглашайте мужчин на свидания с помощью СМС, социальных сетей и никаким другим способом. 4. Выждите минимум 4 часа, прежде чем ответить на первое сообщение мужчины, и минимум полчаса, прежде чем отвечать на каждое последующее сообщение. 5. Поговорим, спишемся позже, всегда и все заканчивайте первой, и исчезайте из поля зрения. 6. Не отвечайте на СМС и любые другие сообщения после полуночи. 7. Не принимайте приглашения на субботнее свидание поздней среды. Правильные девушки ведут насыщенную жизнь. Конечно же, вы уже составили планы на выходные до того, как наступил четверг. Если он пригласит вас слишком поздно,
Не устраивайте ему выговор. Просто скажите, что вам очень жаль, но вы занята. 8. Держитесь подальше от его профилей в социальных сетях и редко пиши на его стене. 9. Сделайте себя невидимой для мгновенного обмена сообщениями. Даже если в вашей жизни ничего не происходит, не стоит извещать об этом парня, мгновенно отвечая на его сообщения. Как и при любой другой форме коммуникации, он должен дожидаться возможности поговорить с вами. Чтобы быть вам интересным, ему придется серьезно потрудиться. Не лишайте мужчину этой возможности, сразу отвечая на сообщения и просиживая в онлайне часами. Помните, у вас есть своя жизнь, учеба, работа, друзья, хобби, тренировки и, как мы надеемся, свидания, а на болтовню остается только 10 минут и не больше. Если парню многое нужно вам сказать и о многом спросить, он может сделать это во время свидания. 10. Не проводите с ним 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 11. Отношения на расстоянии. Пусть он сам предлагает чаще общаться по скайпу и навещать вас. 12. Не пишите мужчинам первое, игнорируя смайлики и подмигивания на сайтах онлайн-знакомств. 13. Не расплачивайтесь за ужин и вообще никаким способом не покупая его любовь. 14. Не совершайте саморазрушительных поступков, встречаясь с женатыми мужчинами. Если он хочет вас видеть, скажите ему, чтобы позвонил вам тогда, когда станет холостяком. А после этого никакой коммуникации, забудьте его, скажите следующий, и сосредоточьтесь на поиске мужчин, которые действительно свободны. 15. Не встречайтесь с мужчиной, который больше одного раза отменяет ваши встречи. 16. Не посылайте мужчине ничего такого, что было бы неприятно оставить у него в случае вашего расставания. 17. Не соглашайтесь на секс на одну ночь и бессмысленные связи. 18. Не торопитесь спать с мужчиной. Правильная девушка заставляет парня ждать, чтобы помочь ему влюбиться в нее саму, в ее душу, в ее сущность, а не только в тело. Чем дольше вы оттягиваете интим, тем дольше он сможет за вами ухаживать, планировать романтические встречи и мечтать о вас. Мужчина любит трудности и не ценит ничего, что дается им слишком легко, в особенности это касается секса. 19. Не встречайтесь с мужчиной без обязательств. Если ваши отношения длятся более года и при этом они правильные, вы позволили мужчине гоняться за вами, встречались с ним не больше 2-3 раз в неделю, отказывались проводить с ним отпуска, не переезжали к нему жить, то тем самым помогли ему влюбиться в вас и захотеть жениться.
Мужчина хочет видеть вас все больше и больше. Но если спустя год отношений мужчина не предложил выйти за него замуж, следует сказать ему, что вы, девушка старомодного воспитания, и не собираетесь ни с кем встречаться вечно. Если он начнет оправдываться, предложите сделать паузу в отношениях. Попросите его обдумать все в одиночестве и позвонить, когда он будет готов к обязательствам. Перестаньте встречаться с мужчиной, если он не подарил романтический подарок на ваш день рождения или День Святого Валентина, или вообще забыл про эти даты. Американские писательницы Эллен Фейн и Шерри Шнайдер. Книга «Новые правила» раскрывает секреты успешных отношений. Фото: Getty Images, архивы пресс-служб.